господа, утро и может быть не самое добрейшее. Погодных условий таких в Петербурге не было давненько, можно увидеть. Надеюсь, что доберемся до границы спокойненько. Хочется без приключений. Благо у нас поджоп. Это Volvo XC60 с дизельным мотором D4. Сток. Вот так вот. И такое бывает. Честно говоря, таких погодных условий уже вообще давненько не было. Не ездил уже много лет, мне кажется, до границы Финляндии по такой каше. Посмотрим, будем транслировать, надеюсь, не из кювета. Вообще круто прошли учения, короче, в городе. Всему научились и пошли спокойно отдыхать. Ибо нехер убирать этот город. Секундочка, Варламова на моем канале. Знаете, у каждого есть добрый знак в дороге. Ну, типа, что все будет хорошо. Так вот, в моем случае добрый знак тоже состоялся, что очень приятно увидеть. Это Шкода Октавия. С 4 выхлопными насадками. Еще одна минутка ненависти. Мы наконец выехали в 8:30 утра на скоростной диаметр. И я, честно говоря, друзья, каждый раз обалдеваю, что они повышают цены каждый месяц. Может, лучше поставить счетчик, где они будут обратный таймер ставить до подорожания. Все это, конечно, круто, но убрано весьма так себе. Я бы сказал, это не безопасно. Снег между рядами. Все эти бабки, которые не получают, можно было сделать, не знаю, ЗСД, ВСД, ЮСД, ССД. Однако все, что мы получаем, это то, что мы... Вот тут чувака расколбашивает. Ну, в общем, ничего безопасного. Тратим бабки, убиваемся. Все, в принципе, как и дальше продолжается по старой памяти, там, где мы живем. Так, друзья, картинка становится получше. Чувствуется сразу приближение такой уже не близкой Европы, но чистой. Смотрите, какая красота. Помню, когда учился в Финляндии, здесь на Октавии RS FL, кстати, уже даже была, давали просто бесконечного джазу по этой дороге, потому что, мне кажется, она как будто просто из Need for Speed. Здесь Саймонский канал, и вот такая красота нас окружает. Когда был асфальт, здесь можно было где-то топить под 170. Никаких тебе камер, никому ничего не интересно, машин мало, и здесь было очень кайфово. Поэтому сейчас мы будем подъезжать к границе. Посмотрим, надеюсь, что не будет никаких проблем. Проходим контроль на нашей границе. Пока наблюдаем технологии автоматизации, которые присутствуют у нас. Тут дается такая ламинированная в скотче, между прочим, бумажечка, чтобы никто мимо не проехал неучтенный. Вот современные технологии в действии. Мы проникли на территорию Финляндии. Все, на удивление, произошло безобидно. Никого на границе нет. Пускают по рабочей визе. Никаких вопросов не задают. Ну и вот такая у нас за бортом красота. Сразу спокойствие. Никакой тебе каши, никакой грязи. Все очень размеренно и спокойно. Сейчас будем в режиме супер пенсионерском тащиться до Хельсинки. С вами выйдем на связь уже, когда будем, наверное, около самолета. Друзья, обратите внимание, как аккуратненько у них убирают снег, направленный в сторону, и сразу после него все чисто. До этого, безусловно, на дороге, конечно, вот такого. Многие финны по ней фигачат, будь здоров, вне зависимости, кстати, от типа привода. Дорога в целом приятная, ничего не напрягает, едешь, залипаешь. Добрался удачно, все по таймингу, несмотря на то, что у них снегопад, сложная обстановка на дорогах, по навигатору приехал минуты в минуту, тут же припарковался на паркинг, очень спокойный, чистенький аэропорт, мало людей, контроль буквально за 1 секунду, ничего не надо доставать, ничего не надо проверять, просто снял куртку, снял, что там, положил чемодан, и оборудование все сделало за вас. Никаких там ремней, спадающих штанов, ботинок, бахил, нервных теток. Короче, все как должно быть в любой нормальной стране. Ну, посмотрите, какая красота.
вообще. Отсюда видно, что ни грязи, ни фантика. Все на своих местах. Зоны подогреваются ли там, где надо. Нет никакой каких-то пробок, каких-то людей раздраженных. Понятно, что дело, конечно, здесь живут меньшее количество людей, в принципе. Так, короче, мы добрались в Дюссельдорфе. Как компания Air Baltic, конечно, ничего, но не считаю того, что все по головам все выскакивают. Как всегда, всем нужно срочно выскочить. Но это мое стандартное недовольство. Впрочем, погода здесь сильно лучше, чем в Хельсинки или в Риге. Сейчас прыгнем на таксо и поедем в Эссен. Надо будет перевести дух. Все-таки это первый влог. Немножко знакомиться с техникой. Поспать как следует, чтобы уже в 9 утра быть на открытии. Пока настроение окей. Надеюсь, завтра увидим много чего интересного. Мы заселились в отель, и минутка быта. Так, здесь у нас какая-то конура. Здесь я немного уставший. Современное искусство. Так. Ничего примечательного. Какой-то отель под названием Рубенс. То есть, видимо, что-то отсылает нас к искусству. Здесь у нас, смотрите, набор такой, если я хочу как следует свои педали накирогазить. Спасибо большое за внимание. В остальном ничего примечательного. Люблю почему-то иногда про отели как будто снимать, хотя первый раз это делаю. Ощущение, что это делал всегда. Зачем ты сразу два зеркала, если ты как бы такой не доверяешь себе, посмотрел в одно, так, это точно я. Пошел, сверился. Да, все нормально. На 7 квадратных метрах это все-таки точно я. Сейчас пойдем чего-нибудь поесть. Наверное, обойдемся без пива, хотя в Германии у них это как вода. Надо поспать, посмотреть, что завтра на выставке будет, с чего начать, потому что выставка обещает быть огромной. И надо все компактно уложить, и при этом не устать, потому что мне надо будет там и пообщаться с людьми, и самому посмотреть, что есть. В общем, максимально впитать в это непростое время что-то новенькое. Доброе утро, господа. Вчера ничего не случилось интересного, потому что я отрубился спать. Здесь минус 2 часа. У нас есть предостаточно времени. Идем гуляем по такому же унылому городу, как Петербург, только без снега. Пойдем сейчас что-нибудь навернем кофейку и потихонечку выдвинемся туда. Настроение нормальное. Конечно, хочется, чтобы на голову ничего не капало. Город такой, конечно, ощущение, как будто здесь вымер. Ну, максимум, что здесь есть цветочки, можно купить своей возлюбленной. Но мы ее с собой не взяли. Посмотрите, что за ласточка. Кабриолет. Заниженная на штамповочках. Но при этом обязательно боковые штучки. Ну, ламинация, наверное, из карбона. Красные. Вообще все вместе просто. Мне кажется, это новый стиль. Кабриолет на штамповках. Все черное. Перфекто. Самое главное — практичность. Итак, мы проникли внутрь. Приятное светлое помещение. Гоняет рекламку. Сразу нам говорят о том, что здесь мы увидим Рикара, дорогущую контору. Билет у нас уже куплен. Сейчас потопаем туда внутрь. Нас сразу встречает такое вот огромное количество карбоновых денег. Все из карбона. Смотрите, все выглядит прям очень богато. Для серьезных парней. Слик от Lamborghini здесь уже, конечно, осталось, видимо, мотор, судя по всему. Гоночная команда представляет свои дорогущие вещи. Ну, кстати, Рейнджер может быть не так плохо выглядеть. Для тех, кого не хватает на более серьезный пикапчик, он выглядит достаточно интересно. В обвесике с колесами. Потому что раньше Раптор, мне казалось, всегда это только был машина прорабов. Американских, наверное. У нас прораб вряд ли себе может позволить. Для тех, кто еще может поехать в поход, тоже, кстати, очень интересно выглядит. Вот можешь себе прикрепить 2 бревна и тащить, если тебе скучно. Палаточка сверху, можно залипнуть там с своей девочкой, ну или кто с кем. А вот, кстати, цена за все это удовольствие. Давайте посмотрим. 89 тысяч евро.
То есть, если посмотреть по нашему курсу условному, со всем этим тюнингом, это у нас получается ну, где-то 5,5 миллионов. Но, думаю, за 5,5 миллионов бы у нас такое, в принципе, купили бы, если шел полный комплект со всеми этими делами. Так это уже, собственно, и есть Raptor. Вот как я пропустил. Это Ford Ranger Raptor. Там 2-литровый дизелек. Заметьте, 10-ступенчатый автомат. Не считая того, что внутри это выглядит с первого взгляда Ford Mondeo из 2010 года. Но, возможно, не так все плохо. Ну ладно, не наша тема. Пойдемте дальше. Тут что-то для бляхмана нашего. Посмотрите, какое красивейшее гоночное старье. Смотрите, как отщелкивается морда. Все. Прям хочется окунуться в 90-е. Что это? Скажите, специалист в комментариях, что это за модель. Я уже не помню. 200-ка или что это? На каркасе со всеми делами. О, для тех, кто любит прибухнуть, с рекламой Егермейстера, с одним, смотрите, каким стилевым дворником посередине. Торен ван Легенен. Также можно освежить дыхание с помощью вот этой красотки. Тик-так. О, согласитесь, это прям выглядит очень и очень хорошо. Можно сказать, идеально даже практически. Здесь много представлено различных команд, всяких автомобильных клубов. Все, чего у нас в России, в принципе, не существует, кроме какого-нибудь клуба А24, который вообще никак с этим не связан. Смотрите, Audi Quattro S2. О, ну тут прям вот, смотрите, какой фиатик. Fiat 850. Вес, как я понимаю, меньше тонны. Крутится 8000 оборотов, 70 сил. О. Спереди вынесен радиатор. Мотор-то у него, естественно, сзади, про что мы забыли, смотреть. Такой компактный малыш. Да? Собрано аккуратно ножками, как говорится. Но выглядит все очень достойно. Ну и вот это знаю, вам точно понравится. Вот он, настоящий спорт. Естественно, IP Racing, права. Ну, под капотом легенда. Настоящая. Накатывает даже небольшое волнение, когда смотришь на это. Что-то для отправки на тот свет. Выглядит капсульно. Это вот на чем бы я ездил на работу каждый день. Давайте посмотрим. Так, это Audi A1, 240 сил, объем 1.6 мотор, передний привод, тонну весит. Нормально, чтобы добираться спокойненько по пробочкам, желательно по полосе для трамваев. Как вам такой элементик, друзья, смотрите, вообще супер секс. Полик. Джимни. Кстати, они мне все сильно нравятся. Но надо было их покупать, пока они стоили там около миллиона. Мне кажется, это вообще очень хороший кубик. Сзади у него вот что-то показывает, что сделали какой-то выносной телек. Ну, приколхозили. О, да! Так, это некий у нас P-Fister Racing. Кстати, надо сделать тоже, смотрите, какой фирменный скотч хорошо сдерживает огрехи небольшие. Представляете, заказываете Uber эконом, и к вам приезжает Toyota. Кстати, чемпион 2022 в каком-то формате. Здесь не написано ничего по спекам. Интересно было бы узнать, что под капотом у этого. А чисто по тормозам, ну, что-то стоит. Еще одна кроха гоночная. Ну, наконец-то я нашел резину, подходящую под сезон в Петербурге. Мне кажется, удобно ее хранить. Не надо никуда подвешивать, ничего перекатывать. Просто поставил в угол и можешь в ней прям жить сразу. Ellison V12. Как вам размер дроссельной заслонки? Неплохо, да? Мне кажется, туда может поместиться почти детская голова. И тут просто от складской тележки колесики. Потрясно, конечно, люди, которые это создают. Невероятное безумство, инженерная мысль. 3,5 тонны, 2700 сил. Ну, нормально. На стенд заедет. Для тех, кто только начинает, у них есть некий Эдгар. 180 сил.
Это газонокосилка. А вот можно посмотреть видео. Практически обычный день любого петербуржца на водном канале. Обожаю эти штуки из разряда прихуячим к чему-то и посмотрим, что будет. Можно, кстати, наблюдать за этим практически вечно, как огонь. Какие-то карты для серьезных пацанов. Надо сходить, кстати, на картинг. Давно не был. Каюсь. Так, что у нас здесь? Макларен? Или что это? А, Лотус, конечно же. Простите меня, господа. Очень, видите, много у них команд под различные цели. Как вам такое? Вполне, видимо, функционально, кстати говоря. Цвет Тиффани, видимо, да, подбирался или что-то такое. Очень хорошо выглядит. Думаю, что на треке еще лучше. Преобразовавшаяся мечта господина из Топ Гира. Лучший автомобиль навсегда. Оу. Все, конечно, в деталях. Посмотрите на все эти воздухозаборнички, охлаждение. Все супер секси. Если кому-то вдруг мало обычный Q8, RS-Q8, то здесь, смотрите, есть вот такой аппарат. Ну, выглядит броско. Не могу сказать, что эти фендеры выглядят как-то к месту, выглядит, как будто сейчас все это отвалится. Но, безусловно, есть люди, кому это нравится. Все с Акраповичем. Непонятный цвет. Но это дело вкуса, как говорится. Но вот эти все, честно говоря, задние штуки выглядят сюда как ни к селу, ни к городу. Избыточность. Слишком все избыточно. Почему не делать, кстати, все это из карбона, не понимаю. Выглядело, мне кажется, бы сильно лучше, потому что из карбона здесь я вижу пороги, а все остальное выглядит так, как будто это с Алиэкспресса обвесик прилепили. Ну, здесь, соответственно, вот это, видимо, карбон, который был штатный, и к нему прилепили вот это все остальное. Ну, спорно весьма. Кстати, все, к слову, детейлинги, все матовое, заляпанное. Не знаю почему, при условии, что здесь ограничен подход. Посмотрите, что здесь. Здесь реклама пружин, но автомобиль-то Купра. Новый. Универсальчик. Как выглядит, а? Хороша же, да? Давайте посмотрим, что у нас здесь. Audi RS3 MTM. Новая в новом кузове 8Y. 653 силы они заявляют. 100-200, 6,4. Ну, нельзя сказать, что, кстати, очень быстро. Здесь уже замененный турбокомпрессор и все, что классический интеркулер, даунпайп, все прочее. Что у нового RS3 хорошо, так это очень-очень широкие передние крылья. Вы посмотрите. То есть спереди можно поставить огромнейшие колеса, резину, соответственно, чтобы был зацеп. Да, выглядит очень и очень хорошо. Хочется уже с ней тоже поработать. У МТМ здесь еще, кстати, стоит, что тут классический RS6 1001 сила. Что заявляют? 2.8 0100. Ну, как бы, честно говоря, не удивили. Она едет так и на Stage 2. 0-200, 8,2. То есть это у нас они имеют в виду, что у нас 100-200 будет в районе 5,4, да? Но достаточно быстро. Так, здесь у нас тоже стоит турбокит. К слову, опять все какое-то зацарапанное, грязненькое. Ну, короче, изменил свое отношение к красному цвету. Действительно, в красном цвете она выглядит неплохо. Симпатично вот здесь матовый карбон. Посмотрите, внимание, на кресло. Такой представляю дейли водителя на RS6, который будет вот с такой перегородкой оттуда выбираться. И, безусловно, любители чужого и всех прочих таких штук будет ничего.
Ну, красиво, но, наверное, вряд ли удобно. Это вещь, которую каждому хочется потрогать. Все шарахаются от русской речи так, как будто я сейчас взорвусь. У тебя много денег, есть Макларен, но нет вкуса. Дай-ка сделаю ноготочек из Макларена. И при этом еще, сука, коричневый салон. Вот это меня всегда убивало сочетание. Посмотрите. Какой-то, блядь, цвет не пойми чего. Молочного шоколада, который на солнце полежал. Но что немцам нравится, они все пытаются через оградку потрогать, чтобы понять, видимо, что это там. Ну, я предполагаю, это пленка. Но, в общем, на Патриках был бы фурор. Это как концентрированная смесь денег и куча свободного времени. Ну, может быть, я не прав. Так, здесь у нас, опять же, видимо, эти фендеры очень несложно производить. Посмотрите, главное, как они еще плохо покрашены. Они просто отливают ужасно. То есть видно, что это прям какая-то очень не особо качественная деталь. Особенно в сочетании с таким цветом, немножко даже какой-то рвотный рефлекс вызывает. Как будто Тайкан въехал в китайский завод на всей скорости и выехал оттуда сразу таким. Это, знаете, как у женщин бывает, когда много едят, бедра вырастают и такие крылышки на бедрах появляются. Вот примерно это из каких-то схожих ощущений. И такие тормозилки смешные, самые базовые. Блин, ужасно, честно говоря, просто мрак. I2 полицай, сир, бригадир, или как там поется, я не помню. Так, посмотрим, это у нас BMW i4, который сделал Шницер. 0103.9, 544 InSport Boost Modus, так называемый, 800 моментов, 225 км в час. Ну, собственно, наверное, чтобы попытаться угнаться на автобанах за кем-то. Ну, выглядит сразу как из Need for Speed, конечно, вызывает некоторые... Особенно их раскраска, вот эта полицай, она, конечно, просто какая-то фантастически хорошо сделан дизайн. Мне кажется, лучше может быть только наш УАЗик милиция. Разве что сравним. Дальше у нас, посмотрите, ну, наконец-то, звезда, наша звездочка. Это Octavia RS в новом кузове. Здесь какие-то некие DTE Systems. Это коробочки. А вот они, говорят, полный Power Control. Но мы-то знаем, что это всего лишь обманко. Нет, на самом деле это работает. Давайте посмотрим на график. Стоки 245 сил, после прошивки 301, прибавка 48 моментов. Ну да, не густо, мягко говоря. Давайте посмотрим, что у нее внутри. Вот управление этим боксом, сиденье. О, да. Я уже представляю восторженные отзывы на эти сиденья. Переключатель, конечно. Кусочек каких-то нанотехнологий должен быть везде. Выглядит, конечно, как какая-то деталь от фена Dyson. Ну, может, кому-то понравится, дергать это туда-сюда. Мне кажется, такая штука хорошо, но как на минивенах, когда вы вперед около руля держите такую вещь. Это как-то удобно, может быть. Здесь это, не знаю, но это сугубо мнение. Этим надо попользоваться. Какой-то тут или карбон, или ламинация под карбон, сложно понять. Экранчик, ну вообще выглядит весьма современно. Скоро, надеюсь, начнем их шить. Из Европы сейчас привезут люди. Универсал, конечно, как всегда, в почете. Это у нас стенд Continental. Классический Porsche GT3 RS. Куда без него, смотрите, какой. Так. Это у нас М240. Шницере. Хорошо выглядит, кстати. Несмотря на то, что предыдущая М240 выглядела поспокойнее, то это выглядит уже понаряднее. Так, это у нас кучеглазый Мазератти. Кстати, выглядит так достаточно смешно. Какие-то огромные колеса, она как бы чуть приподнята. Хочется ее опустить. Обратите внимание на ручки дверей. Дезиган. Грустный дед сидит. Смотрите, Тесла для тех, у кого 3 яйца. Внедорожная Тесла. Выглядит ничего. Интересно, найдется ли где-нибудь в Ленобласти или в Карелии розетка в лесу, когда с такими колесами закончится. Или Питалово. Здесь для парней, у которых уже 4 яйца. Это Wrangler вместе с Багги и вместе с Гелендвагеном. Это вам не гелики покупать, просто 63-е.
Притом внутри панель осталась, видимо, геликовская, руль, смотрите, гелика. Все родное. Справа компьютер. Ну, то есть это рабочая вещь, судя по всему. Сверху все необходимые рации. Ну, в общем, автомобиль для каждодневного использования. Так, дальше у нас для тех, кто чуть помоднее, с обычным количеством детородных органов. Смотрите, какой салончик голубой. Красив, красив. Смотрите, какие височки. Хорош. Не уверен насчет голубого цвета суппортов. Понятно, что сделано под салон. Нравится, когда у них убирают заднее колесо, заглушка. Реально получается такая стена-холодильник. Кайфово выглядит. Получите инфаркт. Посмотрите, какая красота. Он просто шикарен. Просто шикарен. Смотрите, все детальки, все сделано кайфово. Вот такой люблю. Очень аккуратно, стильно, с вниманием к деталям. На стенде HR. Но для тех здесь, кто уже в достаточной степени электрифицировал себя, есть вот такой бас. Забавный холодильник. Непривычный абсолютно глазу. ID база. Действительно кажется, что будущее уже где-то совсем рядом. Например, можно понять, вот, интересно, надо почитать побольше. Выглядит как барабанные тормоза, но не уверен, что это они до конца. Спереди ничего особенного по тормозам. Скоба. Что у нас там по салону? Все минималистично. Смотрите, какие стеклышки вот эти прикольные, как внутри должно быть много света. Хорош. Интересно протестировать его. Смотрите, какой малышок. Блин, как же они мне нравятся. Просто замечательно. Пролепили, правда, какие-то диски вообще какой-то размер-то. Вот некий Berlin Tires. Это 22-е на битле. По расставочке. Диски тормозные еще стоят, видимо, от какого-то тоже джипа. Что внутри? Внутри стокович. Ну, понятно, это просто внешний прикол. Издалека выглядит бодро. Еще автобусик на стенде Бильштайна. Тут они, видимо, для него предлагают подвесочку. Или не для него? Не для него. Мы раньше предлагали Бильштайн, но сейчас КВ и СТ ассортимент лучше, качество тоже не видим смысла. Посмотрим, что будет в будущем. На данный момент так. Хорошенький автобус. Завален подарочными пакетиками Бильштайна. Шо по мускул-карам. В этом я не особо силен. Такой. Clean look. Господи, как мне надоели эти раскраски. Вот эти, как называется, с этими Дональд Даками, с Монополией. Такая порнография. Аж в глазах рябит. Извините, я буду говорить сегодня о вкусовщине, потому что чаще я не стараюсь молчать. Но не в случае, когда я приехал на выставку. Есть какая-то компания, которая представляет свои железяки. Некий Lexmal Performance. Интересно, кому это еще надо посмотреть. Opel Astra G. Opel Calibra. Я думаю, пока прикрутишь эту распорку, у нее кузов развалится. Эти стенды, они, наверное, не разбирали с 98-го года, как лежат. Но любителя, предполагаю, много таких. Какой-нибудь Opel Club Germany. И это, наверное, кому-то все-таки нужно. Здесь у нас продаются какие-то дисули. Это некий X-Tuning. Главное, позлее логотип. Но это, конечно, все дичайшая порнография. Наверное, компания этого Гусейна из Москвы. Напоминаю, друзья, что у меня имеется тоже Абарт. Но такого я обещаю, что с ним делать не буду. Какая-то вот все время ходит какая-то избыточность. Почему они не любят балансировать между моторспортом и дорогой? А обязательно все должно быть какая-то тачка на прокачку в героиновой версии. Не понимаю. Но это, видимо, связано со вкусами. Вольфик симпатичный.
с выносными радиаторами охлаждения. Это потому что из группы TCR он. Это Oettinger. Такая очень старая контора немецкая, которая делает тюнинг уже, наверное, с гольфа там какого-то 3-го или 4-го. Я помню, что магазины были точка тюнинга. Вот там все это дело продавалось. Так, это у нас Audi S3, которую дропнули, добавили сюда парочку роз, и можно ставить ее в барбершоп, представляю. Некий, кстати, можно подписаться Sacha Quattro. Напоминаю, что в Германии все это до сих пор популярно, у них есть даже понятие такое, как стритбой, то есть, который вот берет машину, ставит на нее, дропает вниз и медленно ездит. У нас, кстати, потихонечку все это отходит. Так, какая-то РС-ка, блять, извините, с матовыми фарами, какой-то подсветкой. Жесткий колхоз. Так, здесь мы все в карбоне каком-то, похоже скорее на ламинацию. Конечно, такое себе. Это какая-то контора некая. HG предлагает нам тюнинг. О, какая насадочка. 2800 евро. То есть где-то в районе 150 тысяч рублей. В целом за эти деньги можем изготовить. Заметьте, у них, потому что в Германии все строго там со звуком. Видите, есть отдельно на одну часть громкая и ультра тихая на другую. То есть, видите, это идет вот отсюда. Здесь еще дополнительный резик. Здесь, предполагаю, стоит еще катализатор сзади, чтобы, если кто будет мерить, точно отвечало. В общем, у них приходится все строго. Есть какие-то кулеры. Шовчик супер. Видимо, кстати, это что? На Golf 6R, на старушку. Смотрите, тоже как сделано. Тоже громкая часть на одну закрывается. И, соответственно, тихо идет вот таким бананом. У них свои реалии. Им приходится в них выживать. А если хочешь быть громким парнем. Вот уже что-то поинтереснее сделано. Даунпайп с литыми частями. И, кстати говоря, не дешевый, с катализатором. Это на как раз последний GTI или Golf R. Между прочим, даунпайп со спорткатом 2800 евро. Это не даунпайп у нас за 20 тысяч рублей. Здесь нам предлагается их впускная система. Зачем добавлять все время карбону красное? Вот это все сочетание, конечно, очень странное. Дальше у нас Golf R под названием Hurricane. Нет, не футболист Hurricane, а ураган. Керамика. Впускная система. Турбина стоит, кстати говоря, HG. Сейчас посмотрим, что по спекам. 526 сил, 629 крутящий момент на 102 октане. Вес заявляет 1449 килограмм. Сзади стоит укроп. Вообще восьмерка с этой полосочкой сзади выглядит достаточно симпатично. Кони еще живы. Напоминаю, что КВ произошел от фирмы Кони. Тогда они пытались их купить, но отказались. Собственно, Кони сейчас уже не столь популярны. Вот какой-то у них тут стендик есть. Что мы видим? Конечно же, актуальную повестку. Wie viel PS an Ausbildung? Видимо, давайте посмотрим, что здесь. Бундесвер. То есть это стенд, предполагаю, что это связано с оккупировкой армии. Здесь кому-то стало плохо. Оказывают первую помощь. Молодцы. Что, нашел тюнинга. Танк все пригнали. Молодые с молочными усиками пытаются прицениться, присмотреться, чего как. Наверное, сейчас поедет в известные места танк. 1500 сил, вес 62 тонны. Остальных характеристик, к сожалению, не могу сказать. 4 солдата помещается. Собственно, вызывает, кстати, немалый ажиотаж.
Не, ну вообще так подумать глобально, конечно, это классно. То, что они придумали. Какой-то вот здесь, смотрите, стоит чел в погонах, что-то рассказывает, объясняет. Очень весьма, кстати, манерный, как прямо из бесславных ублюдков. К сожалению, не могу сказать, что он, о чем он вещает, но стенд у них очень крутой. Смотрите, сколько стоит кандидатов. Классический стенд, когда у тебя в кармане 200 евро, очень хочется сделать тюнинг. Всякая китайская оптика, какие-то решетки, бампера. В общем, все, что загрязняет атмосферу. Ну вот смотрите, всегда я думал, что 996 он станет рано или поздно модным. Так или иначе поймут его кузов. Может быть, это не лучший экземпляр, но, согласитесь, начинает выглядеть неплохо спустя какое-то время. Здесь, на самом деле, достаточно большая выставка. Она, по-моему, всегда такая была. Я уже хожу час, прошел, наверное, 1/4. Здесь у нас какой-то аулицкий тюнинг. Наверное, какого-нибудь турка. А вот Эвентури впуск. Кстати, мы с ними работаем, можем все привезти. Что здесь они пишут? 658 сил, 857 момента. И якобы все это на стоковом турбокомпрессоре. Возможно, но явно на бензине непростом. Ну, здесь уже пошли больше про тюнинг, чем про автоспорт. BMW с вынесенной турбой. Интеркулер, конечно же, Вагнер. Восьмерочка. Предполагаю, турбированная, наверное. А нет. А да. Вот, кстати. Так, у нас, видимо, контора из Англии. Праворульная BMW M4. На всех пирогах тоже, на впуске, на радиаторах. Выглядит супер жирно. Диски, конечно, на вкус и цвет, но что ладно. Я вспоминаю, на самом деле, наши выставки, которые у нас были по тюнингу, они, по-моему, еще проводились. Вот, простите, я все еще не подружился. Они проводились в СКК у нас. Не помню, что там было, но нас туда уже приглашали, когда мы даже этим еще только начинали заниматься лет 10. Но, в общем, спустя 10 лет, где наши выставки и где все, что происходит здесь. Ну, вполне оно, конечно, логично. У них в каждой деревне кто-то чем-то занимается, производит какие-нибудь детальки, еще чем-то. У них это продается из поколения в поколение, и это, конечно, супер круто. Ходишь и глаза радуются. Смотрите, как вам такая ласточка. О, хорошо. Как мне нравятся эти у них морды. Ничего лишнего, цвет приятный. Какие-то у нас тут выхлопные системы. Еще одна RS3. Смотрите, выглядит очень вообще прям аккуратненько. Там такой кроссовочек. Еще одна RS3. Дропнутая. Не любители этих всех этих сетапов. Пихается тут народ. И я пихаюсь. Электрический Hyundai уже тоже дропнутый. Кстати, забавно выглядит. Квадратник такой. Масса продается всякого шмота, мерча, всяких штук, плюх. Мы, кстати, тоже скоро сделаем новый. Еще одна RS6, тоже заляпанная. Смотрите, даже у Мана есть свой стенд. Узнали бы они, сколько пали продается в России их фильтров. Спасибо, Ман. Давайте я буду проходить весь этот колхоз, потому что, ну, честно говоря, не очень хочется все это дело особо снимать. Какое-то все китайско-турецкое. Какой-то гравтомат. О, такую машину я хотел бы, наверное, каждый день. Это у нас Гладиатор, который Ака Вранглер пикап. Вообще шикарный аппарат. Как говорится, и на бал, и на карнавал. Так как я уже старею,
Такие вещи меня тоже интересуют. Смотрите, дом на колесах, какой-то внедорожный Citroën. Симпатичный. Полочки, кроватка. Вообще. Сесть бы да поехать. Только некуда особо. Одна проблема. Вторая часть. Много денег. Хочется сделать что-нибудь прикольное. Такой вот гелик на рутиформах. Дополнение к нему. Дропнутая ламба. Где-то плачет заводчане Lamborghini. Еще красавчики стоят. Оу. Sorry. Какие же они обалденные все-таки. Вы посмотрите. Сука, вот всем надо потрогать. Люди одинаковые во всем мире. Господа, никогда не трогайте машины на выставке. Все это потом не очень приятно для владельцев. О, посмотрите, какая. Просто шикарная. Какие линии. Вот раньше, конечно, был дизайн. Диски, конечно, может быть не самые в кассу, но весь этот кузов, он просто невероятно вызывает восторг. Кому интересно, внутри вот так вот. Да, друзья, здесь просто, конечно, они обожают колеса. Нет, не вот эти, которые попали в кадр. Вот такие миллион видов различных. Все в основном, конечно, достаточно порнографичные. Но, видимо, такова потребность рынка. Ой-ой-ой, смотрите, какая хорошая. 80. Ой, господи. Quattro. Зелененькая. Очень хорошая. Смотрите, какой у них лючок бензобака по форме. Оп. Для тех, кому хочется немножечко добавить веселья в свою каждодневную унылую жизнь. А вот и стенд наших товарищей. Wagner Tuning. Напоминаю, что мы их дилеры. Лучшая система для охлаждения. Смотрите, какой симпатичный стенд у них сделан. Все эти патрубки на VAG 2.0 TCI уже на Gen 4. Карбоновая система, мы уже такие ставили. Все это можно у нас заказать. Интеркулеры на RS6 с карбоновыми направляющими. Также есть цикл впускная система. Появились, смотрите, наконец, интеркулеры на RS-Q8. Какие они толстенькие. Это основная проблема была на Урусе, на Кайенах, на RS-Q8, что температура на впуске дичайше растет, а здесь они на 65% больше по объему. На MG GTR, на GT Mercedes, тоже на MG GT есть спуски. BMW M5 M8 F90 охлаждение. На C63, на C63, на T6 дизельный даже есть интеркулер уже, который работает не на воздухе, на воде. Молодцы. Здесь вот они представили гоночный аппарат какой-то свой. Также можно заказать кастомные интеркулеры. Смотрите, какие здесь гиганты есть. Кулак помещается внутрь.
Можно заказать все под свои размеры, все изготовят. Ну, вообще, как можно не радоваться, смотрите, такому качеству. Супра стоит. B58 наш любимый. Не могу, конечно же, не снять Porsche, несмотря на его цвет хрю-хрю. Выглядит шикарно. С подводкой этих глаз черных. Очень хороший. Сесть на него и уехать в Калифорнию. Здесь у нас GTI, сделанный под что-то. Мотор у него, видимо, сзади. Малышка Ярис. Как они мне нравятся. Вообще шикарный автомобиль. По всем своим характеристикам, внешнему виду. Просто идеален. Смотрите, друзья, при всей пиздатости Германии приходится обедать, сидя на полу. Потому что фудкорт как бы есть, но его как бы нет. 4 стола стоит, при том, что в соседнем помещении там огромное пустое пространство, там тоже 3 стола, все в крошках. Не стоит напоминать, что немцы любят поесть. Как бы здесь все нахаркано, насморкано, насрано. Вот, и реально я присел просто в уголок посидеть с другими чуваками здесь. Вот. Приходится как-то вот так справляться. Кстати говоря, приходится есть какое-то хрючево для мексиканской овчарки. Что-то накидано за 10 евро, какие-то рис с какой-то рвотой. Вот такая немецкая кухня. Надеялся на сосисочку, но получил хуйню. Ничего, симпатичный такой. Карамелька. Какая-то ТТ. Дропнули, диски поставили. Вот и все. Fast and Furious. JZ. Да, это не Пипа у нас ногами собирают для дрифта. Здесь собирают немецкими ногами. Нравится, что это из журнала Тюнинг за какой-нибудь 98 год. Но все-таки, согласитесь, это легенда. Так, красавчик. О, опять смотрите. Тут жопа 996, а спереди. Кстати, неплохое, интересное решение. Убрали эти фары, сделали новые фендеры, заглушки. И сразу смотрите, как заиграло. Ну, расширение. Ну, так, имеет место быть, наверное. О, восьмерочка, как у меня была, напоминаю, S8 в этом старом до фейслифте. Мне очень нравится, как она выглядит. Цвет любимый. Очень, кстати, немцы бережно относятся к человеку с камерой и стедиком. Прям, если не суются, отходят, извиняются. Приятно. Продолжается low, but not slow. Смотрите, карбоновый Opel. Это, видимо, чтобы он не издавал звуков, пока ржавеет. Вижу, прям не хватает рядом кальяна поставить. Очень неплохо. Раньше дизайн делали. Посмотрите, надо было сделать задние вот эти полоски. Они просто шикарны. И вообще графичность кузова, линий. Сделаем вид, что не видим этих фендеров. Конечно, дизайн тогда итальянцев был просто шикарный. RSQ3 новая, дропнутая. Ну что, та самая RSQ3 2022. Вот смотрите, еще есть любители Mazda. Не знаю, ничего не испытываю, даже прокомментировать нечего. Нет эмоций. Корветик. Заметьте, на шинах сделан как рисунок под карбон. Совсем уже поехали, конечно. Ну, если вам не нужны фары, можете сделать вот такую заглушку на них из пленки в виде навозной мухи.
Почему нет? Так, какая-то вот ТТ. Скоро у нас выйдет ролик про ТТ, который мы приобрели в качестве тестового автомобиля, ТТ РС точнее. Будем строить из нее daily кар. Просто быстрый, комфортный и удобный. Оу. Что у нас тут за трава такая? Audi Coupe Type 89. Так, 2.6 Quattro. 156 сил. На КВ V3, ну, если не знать, что у нее под капотом, выглядит состояние 2 метров очень даже неплохо. Так, хондоводы. Но это я даже комментировать не буду. Удачи в эксплуатации. Да, я уже старый. Что там такого интересного? Ну, смотрите, это вообще... Надо брать на вооружение. Приехал на драг-рейсинг, и чтобы не ходить за шавухой и все прочее, сразу съехал и поехал на нем домой. Ереван Моторспорт. Никого не хочу обидеть, понимаете, о чем я. Артеончик. Какое-то количество их появляется у нас. Подождите. Это у нас Артеон Shooting Brake. Я забыл, что такое есть. С мотором 1.4 TCI. Ну и ладно. Зато смотрите, как он выглядит. Просто сига. Ой. РС. Не могу все забыть свою РС-ку, конечно, какая она была хорошая. Не знаю, надо было ее продавать или нет, но она была просто шикарная. Конечно, этот кузов, он, мне кажется, просто легендарный уже на века. Но, несмотря на все, всегда можно испортить. Обязательно должна быть модель, смотрите, RS6R. Окей. Смотрите, о чем я говорю, бизнес-седаны, дропнуть, это вообще уже получается супер. Аккуратно, лаконично, ничего лишнего. Лайк. Что-то я в последнее время не равнодушно дышу ко всем этим Мерседесам. Не уверен, что это работоспособно. Но, судя по всему, это просто, конечно, декорация внешняя. Ну да, и там еще подвесочка. Извините, я с другой рукой попробую. Подвесочка Technics, ну понятно. В свое время такая подвеска винтовая стоила еще лет 5 назад здесь 150 евро. Вы представьте себе, ну или там 200 может быть 300 максимум. Ну, в общем, 15-20 тысяч рублей, и каждый мог на свой какой-нибудь гольф или еще что-нибудь поставить, дропнуть его вниз. Мне кажется, это, конечно, сущий ад был. Не знаю, как сейчас, сколько стоит, наверное, подорожало из-за металла и всего прочего, но тогда, я помню, просто вся Германия и Европа шаркала в гольфах низких. Все это стучало, бренчало. А в России эту подвеску перепродавали, естественно, в 3 раза дороже. Потому что тогда в России еще вообще ничего не было. Тут куча всяких представителей всяких гаражей, каких-то ателье. Стоят чуваки в кепках, бородатые, в татуировках. Что-то все подснимают. Вот, кстати, досталось и этим товарищам. Обычно они гниют где-нибудь во дворе петербургских. Помните, в свое время было очень много. 944-е. Как-то в то время не пошли, но мне кажется, что сейчас найти хороший экземпляр, можно из него сделать достаточно интересная вещь. Очень мне нравится у них стекло заднее, это, конечно, выглядит супер. Знаю как минимум 3 петербургских двора, где такие стоят и гниют. О, смотрите, универсальчик, троечка. В прошлом году здесь стоял стенд Eventuri, и там был сделан свап M3 в универсал, соответственно, предыдущей версии.
выглядело очень-очень хорошо. Ну, если здесь есть еще любители, помните, был фильм «Няньки». В детстве я очень любил. Мне казалось, что я всегда буду ездить, если будет возможность в взрослом состоянии на таком автомобиле. Ну, в принципе, с нашим снегом это как раз подойдет. Чисто переехал пару машин и поехал дальше. Зато не будешь постоянно жаловаться на уборку снега, потому что уборкой снега будешь ты заниматься, пока едешь до дома. Чисто, кстати, мне кажется, надо сделать «Газель» нашу в таком виде. Это будет выглядеть как минимум постапокалипсис. Максимум это будет выглядеть достаточно патриотично. Видите, такие амортизаторы. Такое ощущение, что в принципе их вытащили откуда-то с того света. Ну, грозно. Окей. Здесь какой-то стенд неких химических гайс, то есть почти как Chemical Brothers группа. Ну это все, что касается ухода за автомобилем. Химические чуваки. Стенд Piper Cross, это очень хорошие фильтры, спускные системы. Видите, для них это важно, что есть Tube Approved, то есть это допущено для дорог общего пользования, потому что их за это на дорогах имеют, надо иметь ворох периодически бумаг, чтобы доказать, что все, что у тебя установлено на машине, оно допущено для дорог общего пользования. Ну, какова, да? Все блестит. Симпатично, кстати, сделан стенд. Просто из деревяхи вживили диодную подсветку. Выглядит хорошо. Ну, кому что. Смотрите, как обыграны ноздри. Уже не так бесит, да, согласитесь? Можно сказать, что у них получился, мне кажется, практически идеальный кузов. Здесь же рядом стоит троечка. Да убери ты свои лапы, не трогай. Какие же все такие тактильные ребята. Хороша Маша, да не наша. Ну, естественно, нельзя было не добавить какой-то порнографии с подсветкой диодной. Красная, синяя. Здесь у нас Home of Motorsport. Некие чуваки, видимо, которые занимаются драг-рейсингом. Ламбо у них. Заявляет 0-100 2.16, 100-200 2.59, 200-300 4.29. Ну, нормально, в принципе, как Шкода Октавия. Выглядит как такая дорогая быстрая раковина. О, смотрите, давайте посмотрим. 100-200 1.86. Рекорд европейский по полноприводным, соответственно, квотер 7.14. Так, что у нас здесь? Какие-то 6 цилиндров. Ну, по всему выглядит как мотор не европейский. Сейчас посмотрим, может, спеки узнаем. Турбокомпрессор внушительного размера. Выглядит все достаточно аккуратно. Да. Титановая труба такая немаленькая. ВАК R32. Все это поставлено в кузов.
Audi. Полностью карбоновый кузов, 1400 сил. Да, сетапчик серьезный. Никаких, правда, подробностей нет. Насколько это вообще где и как используется, потому что не совсем понятно предназначение. Под капотом одно, внешность другая. Но весело. Молодцы. Смотрите, у них есть, короче, как отдельный оффлайн AliExpress. Все, что хотите. Кепки, шапки. Для тех, кто фанат творчества, видимо, такого модельера, как Филипп Пляйн здесь. Все что угодно. Немцы не обходятся. Смотрите, здесь можно заодно купить себе инструментик, головочки. Кстати, вот просто по 6 евро, сколько хочешь угодно. Пистолетиков, всяческие штучки для детейлинга. Не знаю насчет качества этого. Выглядит сомнительно. Для тех, кто еще застрял в стикер-паках, здесь вообще может быть рай, чего угодно. Модельки машин. Просто, видимо, каждый притаранил из дома, что захотел, решил продавать. Наверняка здесь есть какие-то коллекционные вещи, предположу. Я в этом не разбираюсь, ребята. Такой, видимо, павильон, где намешано, кому не хватило места в других павильонах. Напоминаю, что мы тоже используем масло Liquid Mold. Молодцы, здесь стали. Ограничили все подход, правда. Но вот у них есть какой-то здесь свой стендик. Как говорится, очень интересно, но ничего не понятно. Господи, смотрите, у меня тоже был когда-то Saab. Величайшая марка всех времен. Помню, даже песня была такая: сука, почини Saab. Не знаю, откуда я помню, но это вот какой-то Saab клуб романтиков. Deutscher Saab клуб. Ну вообще. Как хочется иногда какой-нибудь 900-й Saabчик турбо. Такие они были шикарные. Невероятной красоты автомобиль. Фиатики. Не знаю, откуда появилась у меня вдруг к ним любовь. Видимо, потянуло на что-то итальянское. Ну, посмотрите, какой малыш. Просто замечательный. Вот такой абарт был. Лянча А112 Абарт. Абарт вообще это фамилия инженера, который все это сконструировал. У нас даже где-то книжка в сервисе лежит про его историю. Иногда хочется, чтобы была возможность, конечно, попасть в те времена. Посмотреть, как это все происходили, все эти гениальные идеи, как рождался автомобильный дизайн, как они находили решения. Романтика. Кстати, нечто очень старое и ржавое, но с наклеечкой KW. Такой стенд немножко, чтобы расслабиться. Здесь не играет музыка. Холл, точнее. Неплохое, кстати, оформление. Смотрите, звери, не подходите к тачке. Судя по надписи, продается. Неплохо выглядит, смущает, конечно, немного вот эти детали. Сеточка. Нравятся вот эти воздухозаборнички маленькие. Хотелось бы узнать, что там под капотом. Там вот такое есть какое-то отверстие. Вряд ли это топливный бак. Вообще достаточно неплохо выглядит, несмотря на уровень переделок достаточно высокий. А, здесь вообще, в принципе, у нас стенд 911. Ох, глаза сразу прям отдыхают. А вот, кстати, они продаются. 200 тысяч евро. Как они точно выставляют цену? Смотрите, 199 911.
Ну игра, видимо, цифра, конечно. Тарга 3.0, 200 сил, пробег 94 тысячи километров. 200 тысяч евро, ну, грубо говоря, там 13-14 миллионов. Много-мало, сложно сказать. Эти уже вещи начинают по-другому расцениваться. 100 тысяч евро. Carrera 1988 года. К сожалению, не могу все перевести, все, что написано. Точнее, ничего не могу. Достаточно аккуратно. За 100 тысяч евро это уже выглядит более оправданным, конечно, прайсом. Здесь даже стоит, смотрите, Engine Performance Kit некого Walter Rorl Edition. Это 62 из 911. Класс. Просто молчание. Даже здесь не надо ничего комментировать. Излишне слова. Ну, кстати, на экспорт, смотрите, 83 тысячи евро. Мотор, видимо, у нас собран. Как собран, проехал 4400 километров. Тарга. Под бронью. Турбо 930. 200 тысяч евро. 964. 111 тысяч пробега. Тоже 200 тысяч евро. Показывают состояние. Смотрите, какая красота. Сразу вот так вот вместе. 3 вот таких сексуальных попки. Вообще, так подумать, конечно, ходят в Германии сами немцы и любуются своими же достижениями, которые у них были, точнее, есть. И они сами же охотятся на те вещи, которые производятся у нас в стране. Представь, у нас выставка, там стоят у нас спустя 20 лет Лада, Калины, мы охаем, ахаем, какой прекрасный аппарат мы можем купить за огромные деньги. Да, конечно, абсолютно разные вселенные. От этого становится немного грустно, потому что мы уже больше никогда не сможем сравняться, и время уже будет совершенно другое, когда даже что-то будет возможно похоже сделать в нашей стране. Тоже клуб Ягуар. Видно, вон там дядька важный. Все, весь в зеленом. Вот там моторостроение было, конечно. Посмотрите. Просто можно любоваться бесконечно. Обратите внимание на... Плохо видно КПП. Просто красота. Или я старый, или просто время такое. Но я думаю, вам тоже нравится. Здесь у нас мустанги. Хотелось бы увидеть здесь электрический мустанг из Англии. Привет передаю Вадиму. Здесь у нас любители рамов. Я тоже в свое время, кстати, мечтал о раме. Кстати, смотрите, рам такой на каких-то доработках. 100 тысяч евро, все продается. Приехали здесь поторговать. О, какой хороший. Вот. А рядом с ним счастливый картонный немец. Что еще нужно для счастья? Порш, клетчатый пиджак, голубые джинсы, Гуччи кроссовки и бритая грудь. Кстати, раньше мне казался этот автомобиль, да и, наверное, сейчас одним из самых, наверное, красивых автомобилестроения, потому что он просто выглядит как, не знаю, из-за какой-то одной формы он выточен. При этом видно, что тогда еще автомобилестроение было не таким, наверное, не так сказать, что это только показывало то, что автомобилестроение может сделать. Мне очень нравится у него
Вот эти фары, они выглядят абсолютно как инвертированные фонари со Шкоды Суперба старого. Невероятно красив. 16,4 литра мотор. Беспощадно, бессмысленно и очень круто. Ну что за красотка? Вот возвращается, вернется, поверьте, мода на эти бублики, потому что это всегда спиральная история с модой. Кстати, можно купить 195 тысяч евро. Не так сказать, чтобы и дорого. А Бартик? Какой же он шикарный. О, посмотрите. Супер редкая вещь. Артега. 2008 год. 9000 километров пробега. Внутри вижу ручку от бага. Класс. Обожаю все редкое, ненужное и странное. Просто здесь красивый ряд автомобилей. Ferrari Mondial. Мерседесы прекрасные. Даже затесалась какая-то порнография с Невского проспекта. Тоже, вероятно, по пути с кальянной заскочил. Тоже считаю один из самых красивейших автомобилей. Данная Lamborghini Murcielago, или как правильно? Не знаю, с итальянским плохо. Но тоже форма, конечно. Просто романтика. Лимон такой. Очень красивый. Здесь у нас Морган. Редкие автомобили, не знаю, в России их, наверное, пару штук есть. Так, здесь что-то на богатом. Феррари. В общем-то, автомобильные клубы, чуваки развлекаются, выставляют чем владеют на всеобщий показ. Им за это, на самом деле, спасибо. Дают возможность хоть насладиться прекрасно. Конечно, когда ты смотришь уже там в течение 40 минут, такой думаешь, ну это нормально. В принципе, чего. Эти автомобили должны быть. Хотелось бы, чтобы их было больше. Вот, смотрите, друзья, по нашу душу стоит Audi Quattro A2, 360 сил, 5 цилиндров, 2.1 мотор. Шикарнейшая вещь для дела. Я вообще такого не видел вживую. 914 Porsche. Это то, что могло бы быть, наверное, если бы Лада Калина, наша, точнее, ВАЗ добрался бы до элитных моделей премиум. Тоже забавен и этим прекрасен. Шведские ребята. Карбон. Все безумно красиво. Этим можно любоваться вечно. Вообще не знаю, как они, в принципе, в дизайне дошли до таких решений с кузовом. Я считаю, что это действительно произведение искусства. Притом, смотрите, тормоза стоят не как карбоно-керамические или карбоны, но без вентиляции. Не могу рассмотреть. Просто нет слов. И один. Квинтэссенция того, что может быть лучшего в мире. К слову говоря, даже стенд, где, видимо, фамильно уже много лет восстанавливают, делают новые ключи. Или просто так выглядит, но теточка за кассой выглядит весьма опытной. Видимо, могут сделать все, что захотят. Особенно вот этот мужчина. Обращу ваше внимание вот на этот стенд. Это Brabus Classic. То есть у них есть отдельное подразделение, которое занимается классическими марками. Ой, не марками, классическими моделями Мерседеса. Ну, смотрите, какая красота. А вот это. Не требует каких-либо комментариев. Ну, кстати, можно купить. С налогом будет всего 329 тысяч евро, то есть около 20 миллионов. Интересно, сколько он стоил тогда. О,
внутри, конечно, просто все чистенькое, блестит. Масса всяких деталек. Ну, правда, яхта. Народ ходит, слюни текут. И вот у стенда вот такой вот, у Брабуса вот такой вот стенд. Сидит какая-то европеечка, скучает. Видимо, народа с деньгами не очень много. Да, конечно. Таких экземпляров я даже не видел особо на картинках. Вы посмотрите только внутрь. Сейчас попробую показать. Ну, какая панель. Смотрите, все рукояточки. Руль. В принципе, стать джентльменом и олигархом в одном лице прям хочется сразу, прямо сейчас. Ну, вот этот экземпляр стоит уже чуть-чуть подороже, 700 тысяч евро. 70-го года, то есть машине 52 года. 200 сил, кстати говоря, немало. Не написано, сколько он весит, но это и не важно. А вот такой красавчик продан. Друзья, я к вам возвращаюсь. Вот видите, сзади меня стенд СТ. Напоминаю, это под бренд КВ, который мы продаем. Ставим многочисленные ваги, BMW, Audi, вообще все что угодно практически есть на европейские марки. Сейчас будем и предельно рассматривать их стенд. Может быть, получится кого-нибудь знакомого застать. Посмотрим, я покажу вам, что они показывают здесь. Итак, здесь можно увидеть вариант XTA+, это новая модель, то есть сделана на технологиях КВ V3, но чуть попроще комплектующая. Все то же самое, то, что мы вам предлагаем. Здесь есть развальные опоры для тех, кому это важно. На обычном автомобиле это не нужно, но, как видите, как опция такая есть. То есть вот эта часть, она отличается тем, что здесь она сделана покрытая железогальваникой. На КВ-стенд, к которому мы подойдем, мы там увидим уже топовые решения от флагмана. Вот, соответственно, здесь, видите, есть базовая подвеска ST, то есть у них есть даже варианты, где это не винтовая подвеска, просто спортивная, то есть просто пружины можно заказать, плюс амортизатор. Соответственно, подвеска STX без регулировок, только с регулировкой высоты. STXA с регулировкой отбоя. XTA с регулировкой отбоя сжатия. С развальными опорами также есть версия. И XTA+. Уже топовая версия, такая же как КВ V3, с максимальным набором количества опций. Прошу заметить, что, смотрите, есть отверстие под болты, то здесь можно поставить универсальную опору. Качество, все анодированный металл. Все эти подвески доступны у нас. Здесь какой-то гоночный Nissan. Внутри все от GTR, собственно, так же как и мотор. Такой быстрый пикапчик для тех, кому нужно добраться из Купчино на просвет. Для них почему-то очень важна модификация, чтобы можно заказать цветные пружины, но это в Германии, потому что все остается чистым всегда. Для нас, конечно, это менее актуально. У них это можно увидеть цвет пружины, у нас можно увидеть только цвет грязи. Но так или иначе, такая опция за небольшие деньги можно доплатить и поставить. Смотрите, какая красота, просто стенд невероятный. Классно сделал. Здесь у нас подвеска КВ DDC, то есть та, которую можно поставить, увидеть, подключить к стандартной системе регулировки жесткости. Но мы это редко используем, потому что, как правило, все равно интереснее комплект именно полноценный КВ V3 ставить. Работает он лучше. Здесь система подвески для Гелендвагена. Они очень хвалятся, говорят, что просто в Дубае, в Арабских Эмиратах все это пошло на ура. Решает все вопросы с кренами, с ускорениями, с торможениями. Цена 10 тысяч евро, но по отношению к машине это стоит адекватно. Посмотрите на детали. Просто это небольшой технический оргазм. А может быть и большой.
Здесь у нас КВ V2. Видите, сразу то, что я говорил, здесь уже нержавейка используется. Качество. Очень редко какой-то брак бывает. Безусловно, как на любом производстве он может быть. Но я за свой опыт сталкивался, это может быть один раз. Опять же, все собирается руками, человеческий фактор есть везде. Но в этом как раз таки качество. Смотрите, это подвеска у нас КВ V5, то есть у нее есть регулировка сжатия и отбоя как быстрого, так и медленного. То есть, видите, low speed регулировки есть, high speed с выносным бачком. Просто шикарно. Есть решение практически на любой европейский автомобиль, как для города, так и для трасс. Можно также подвеску построить кастомно под ваши запросы, то есть присылают анкету, и можно все под запрос сделать. Смотрите, они показывают, что делают еще заводскую подвеску для компании Rimac на модели Nevera. Ford Performance также использует КВ. Brabus тоже КВ. Ну, то есть, понимаете, вы покупаете настоящую разработку. Здесь у нас V1, V3 описано. То есть, видите, V3 есть Rebound, Compression. Все здесь проверено на 7-постном риге, то есть проверяется вся подвеска. Все это под рейсинг сделано, то есть только гоночное решение. Вы все помните компанию BBS, она все еще жива, и недавно, по-моему, в прошлом году КВ купили завод ББС, собственно. Поэтому все диски возможно заказать. Да, это не дешево, предлагаю пойти посмотреть вообще, что происходит, потому что в свое время, вы помните, это был самый топ, но он, в принципе, по качеству остается. Давайте глянем, что они там предлагают. Flow form, то есть облегченные. Посмотрите на все детальки. Новая модель BBS RT Unlimited в 2023 году. Камера просто даже обалдевает от всяких классические LM, кованые. Смотрите, какое качество. Мне кажется, это можно выставлять просто в музей. Можно подобрать сетап к любому автомобилю. Самое главное, мы это можем привести. Показывают. Ну что там, как загнивающая Европа. BBS Aero. Глаз не оторвать, господа. А это уже, смотрите, литье. Но выглядит очень тоже достойно. Дизайн может быть не самый интересный. Flow form. Так, у нас самая важная деталь, которая может быть в дисках, которую в свое время клеили на все, что не попадет. Оригинальные колпачки можно себе купить. Прошу обратить внимание на стоимость. Без малого некоторые стоят достаточно почти 200 евро. Но зато оригинал. Тот же самый ID база на BBS-ах. Если бы хиппи были в 2025 году, ну, можно сказать, в 2023. Богатые хиппи. Стоит сделать поправку очень. Молодцы они, конечно, что купили компанию, потому что компания, на самом деле, практически была уже банкрочена. А они спасли все это дело.
можно выбрать вообще все, что захотите. Любой размер из доступных. Кантики, болтики, колпачки, цвета. Все возможно. Как они сами заявляют, Unlimited Style. No more limitation. Ну и здесь они сделали еще проставки. То есть имеется в виду, что теперь можно переставлять колеса. Видимо, если вы купили кит, поменяли машину на другой автомобиль, чтобы не продавать колеса и не покупать заново, вы можете сделать какие-то переходные. Видите, здесь есть различные. Купил комплект и с ним на всю жизнь меняешь под автомобиль. Потому что BBS это, видимо, классика, которую можно переставлять и использовать очень долго. А не так, что попользовался и выкинул. Посмотрим, как это будет жить. Но согласитесь, ассортимент радует. И дизайн строгий, не то, что мы с вами видели до этого в предыдущих залах. Как говорится, петушня. Так, господа, мы подбираемся к одному из самых интересных стендов. Это будет официальный стенд BMW M. Как бы это странно ни звучало, уже обновленная тройка. 330-я лимузин. Кстати, базовая 58 тысяч евро, данная 94 тысячи евро. Ну, не дешево для 2-литрового мотора. Посмотрим, что обновилось сзади. Карбончик, смотрите. Выглядит очень хорошо. Ох-ох-ох. Вы гляньте, какой там экран. Оу. Ну что, согласитесь, мечта. Safety Car M3 Универсал. Но мне кажется, уже лучше ничего не может быть. Она просто идеальна. Как вам такой выхлоп? Даже не знаю, что сказать. Выглядит как минимум вызывающе. Такая наверняка опция будет. M4 CSL. Просто все карбоновое. В такую только садится еще и в трусах карбоновых. Невероятно. 200 тысяч евро, то есть сравнимо с покупкой старенького 911-го. Расход при этом обещают 10 литров. Охотно верим. Вот он, гость программы M2 купе. Базовая 72 тысячи евро стоит. Могла эта комплектация 120 тысяч евро. Очень сомневаюсь, что у нас они... Ладно, забудем то, что они у нас не будут, но вряд ли бы они у нас столько стоили. А выглядит, конечно, невероятно зло. Так, остановите меня, я начинаю влюбляться. Ну что ж, M3 Универсал. Дожили. Фантастической красоты. Базовая цена 97 тысяч евро. В данной комплектации 150 тысяч евро. То есть, прикиньте, 100 тысяч евро, условно, даже это 6-7 миллионов базовая комплектация Универсала. Не знаю, напишите в комментариях, что считаете, купили бы при возможности такой автомобиль. Мне кажется, что уже лучше ничего нельзя сделать. Ровный пол практически. Холодильник загрузил и поехал. Карбон, карбон, карбон. Ну, если что-то может быть идеальнее, я не уверен. Смотрите, как сиденье уже своими жопами затерли. Опа. Опа, уже почти порвалось.
Бывает. Еще здесь есть М4 на всех возможных пирогах. Базовая 96 тысяч евро со всеми пирогами от M-Parts 157 тысяч евро. Абсолютно везде карбон. Салон с подъяичниками. Все M-Performance. Карбоновая крыша. Диффузор. Спойлер. Вот этот дикий выхлоп. И все это завод. Хочется, конечно, спросить у Audi, а где можно немножко взять Audi Sport деталей, чтобы оно так же круто выглядело даже за любые деньги, условно. Конечно, хвала BMW, Extendo. Все самый топ выставлено. Притом прошу заметить, что нету М5. Видимо, все они уже в России, даже у них на заводе не осталось. Такой вот здесь стендик. Собственно, даже выставлена одна машина под дрифт. Неплохое, кстати говоря, решение. Надо будет подумать над реализацией такого. Смотрите, здесь даже есть стенд свой у Нюрбургринга. Очень аккуратный. Такой джентльменский стенд. Сразу видно, что люди занимаются делом. Опять Monte Racing, крутейшая гоночная команда. Они вместе работают с КВ. Все подвески они тестируют, настраивают. Официальный стенд Recaro. В свое время наклеечка, которая была на каждом уважающем себе Жигулях. Вот можно купить себе даже офисное кресло. Можно как девушка порелаксировать. Можно присесть, посидеть. Все сидят, вот немцы пытаются понять, получится ли их в жизни заработать на такое кресло. Кайфовые кресла такие. Между прочим, в Audi идут, видимо, опционально это МТМ поставили. Не забываем о классике. Если может быть произведение искусства среди сидений, то оно действительно только здесь. Как можно не захотеть свой пердак положить на такое сиденье? Или вот такое. Не знаю, помещусь ли я в него. Тестировать не буду, а то боюсь, не вылезу. Тут же стоит еще из гонок Porsche. Ребятки, приготовьтесь, сейчас будет просто невероятные красоты вещи. И нет, я не про это. Но если вдруг ты работаешь в гадком койоте или в небаре на Литейном, тебе надо зазывать чуваков с московского вокзала в клуб, то, наверное, это практически идеальный автомобиль. Ужасно щипет глаза. А я говорил, конечно, не про это, а про John Player Special. Посмотрите. Все это невероятной красоты и технических произведений вещи. Lotus. Тут просто выглядит как сервант. Очень красивый старый сервант. Кстати, какая надпись World Champion. Сердце начинает биться сильнее. Как тебе вам такой Esprit? И здесь же мы еще видим таких малюток. Essex. Англичане знают толк. Для самых маленьких.
Mercedes Fun World. Окей. Для фанатов Мерседеса. Что-то они здесь хотели показать. Как, видимо, что устроено, когда нет торпеды. Спасибо, мы знали. Или они находятся в поиске, помогите найти недостающие запчасти. 300 SL. Да, здесь собраны неплохие экземпляры. SL 63. Ну, этим уже не удивишь нас. Кстати, красавчики мне тоже очень нравятся. Ну, тут вообще не стоит даже комментировать. Хочется сразу начать распевать рэпчик и почернеть, запрыгнуть в него и поехать по Нью-Йорку. Смотрите, какой красавец. Аккуратный, ничего лишнего. Просто рабочая, красивая лошадка. Диски, которые всегда хорошо выглядят на определенных автомобилях. 1190 SL 62 года. Невозможно уместить слова, насколько тогда дизайнеры были талантливы. Ну, в семье не без урода. Некий Mercedes One Sport. Ну, удобно, наверное, такой иметь. И такой же внедорожный. Ну, эти мы уже в Петербурге на Егоре можно увидеть. Если вы думаете, что у вас много свободного времени, то ошибаетесь. Посмотрите, у кого-то его было гораздо больше. Это сваренный, видимо, Bugatti из каких-то деталей. Короче, видимо, такой автомобиль понадобится, если у нас не будет все хорошо дальше в стране. Обслуживать не надо. Может быть, максимум чуть-чуть заржавеет. Вдруг вам захочется правосудия, муравьев, львов. Из свечек зажигания можно сделать мишку. Бесконечно чего можно делать, если у вас есть креатив и время, и металл. Друзья, смотрите, здесь есть еще Race Room. Тоже делает КВ, они разрабатывают свое программное обеспечение. То есть это полностью симулятор. У нас есть такой, мы сейчас доделаем ремонт в сервисе, его поставим, он уже готов к эксплуатации. Можно будет посидеть, поиграть, очень хорошая передача всех технических деталей, куча настроек, очень круто. И вот они сделали здесь вот такой вот стенд, молодцы. Ну и для самых маленьких здесь есть еще машинки. Может быть, не для самых маленьких, я их до сих пор люблю. Опять из разряда, когда очень хочется казаться RS, но ты просто Audi S4. Не могу сказать, что просто, но... Блин, чуваки, ну это, конечно, супер похабно сделано. Даже паук в ахуе. Хорошо, что не шильдик RS, конечно. Но посмотрите вот на это все. Порнографию. Все зацарапанное, матовое. Зазоры. Очень непонятно, бедная машина. Зачем ее так было уродовать? Это еще ничего. Аккуратненько. Присаживайтесь, сзади будет очень комфортно. Рассаживайтесь с комфортом. Буквально здесь вы можете протиснуться. Сломаете коленки, если что. Шутка, я понимаю. Люблю такие автомобили. Как из настоящие турбопарни. О. Это всегда в почете. Еще чуть-чуть я скажу, ну добро. Смотрите, свеженькая S3. Это Гепферд, чувак, который занимается тоже тюнингом автомобилей, работает с KW. Ничего, кстати, выглядит очень опрятно. У него всегда ультра низкие машины. Широкая Супра. Когда очень хочешь сделать себе, набить рукав, но сделал себе Супру. Итак, друзья, мне кажется, я обошел практически всю выставку. У меня пройдено 15 тысяч шагов. По выставке это немало, туда-сюда походить. Кажется, обошел большую часть. Не могу сказать, что меня здесь там что-то прям потрясло.
Просто это такая выставка, которая, она, кажется, должна быть. Она насыщена, она разная. Здесь можно провести время как с друзьями, так и с детьми. Здесь людям можно спокойно проводить несколько часов, даже если они находятся в инвалидном кресле. Это, кстати, важный момент, потому что, конечно же, наши все выставки вообще редко организованы так, чтобы люди могли туда попасть, у которых есть определенные ограничения физические. Касательно контента, мне все понравилось. Рад был видеть КВ, СТ, Вагнер Тюнинг. Понятное дело, что это топовые конторы, различные гоночные команды. Просто начинаешь вдохновляться, и когда начинаешь возвращаться к своей работе, у тебя появляется гораздо больше сил, желания делать еще лучше, интереснее, развивать этот сегмент. Поэтому вне зависимости, получилось что-то новое или нет, это в любом случае заряд энергии, и я с него кайфую. Надеюсь, и вам понравилось. Это мой первый влог. Я пойду дальше сейчас все это паковать. Возможно, с вами еще выйду на связь из города. Я в Германии буду тут пару дней. Пару вставочек еще сделаю на тему того, что вижу вокруг себя и что-то здесь еще поделаю. Вот так вот.